Вот такой паровоз сегодня. Гриль называется. Слушайте, вот не люблю вот это коверканье русского языка. Особенно поварское коверканье. Они же вот никогда не скажут нож. Им непременно надо сказать печах. Ну, они такие у нас все. Все они у нас узбеки, понимаешь ли. Никогда они не скажут решетка. Они говорят гриль. Ребята, разведите вот угля вон там где-нибудь побольше. И 4 кирпича по углам, а наверх решетку, не знаю, из металлических прутиков или чугунную литую. И вы приготовите точно так же, как на любом гриле. Уверяю вас, говорю вам только правду. Еще они вот на это мясо, которое сейчас вот пытаюсь достать из пакета, хороший такой кусок мяса, они говорят брискет. Они говорят брискет, вы слышите? Грудинка. Есть отличное, очень вкусное русское слово грудинка. Замечательный кусок мяса, который вот на обычном гриле не очень-то и пожаришь. Посмотрите. Потому что грудинка, ну если она особенно на хрящиках, на косточках, ее хорошо отправить в бульон. Ее, ну, в крайнем случае, можно потушить, и получится прямо вот очень, очень вкусно. А они говорят на нее брискет и срезают с нее весь жир. Вот весь жир с этого самого брискета, с этой самой грудинки, они срезают. Вредно им, понимаешь ли. Я здесь только вот что срежу. Видите, вот такой вот верблюжий горб. Ну, так устроен бычок. Ничего не поделаешь. Я вот только эту часть и срежу. Для чего? Да, для того, чтобы примерно уравнять толщину этого куска мяса. Здесь больше 5 килограмм. Здесь вот тонко. Вот это тонко. Пустим это на фарш. Причем это должен быть такой, знаете ли, особый фарш. Но для долгого тушения. Вот в теле пойдет такой фарш. Здесь тоже довольно тонко. Вот так вот и обрежем. Все, что тонко, обрежем. Все, что толсто, оставим. Для чего? Для того, чтобы приготовить сегодня на совершенно особом, совершенно уникальном устройстве. Ну, что такое коптилка, все знают. Все знают, что хорошую такую правильную копоть дают стружки, опилки, либо вот гранулированные опилки, в данном случае из яблочного дерева. Посмотрите, как они выглядят. Превосходное топливо, которое при этом дает такой правильный, не очень густой, нежный, но очень ароматный дым. Наши эти повара называют их пеллетами. Есть уже есть в русском языке одно иностранное слово для обозначения этих вот этих вот окатышков. Но это же гранулы. И вот этот гриль, я сейчас о нем поговорю, работает только на таких пеллетах. Но для начала, наверное, может показаться, что ой, как плохо, нужны специальные пеллеты. Как же, я же всегда привык, я нажгу дров, и у меня получится хороший уголь. Во-первых, никакого хорошего угля из горелых дров, недогорелых дров, не получится. Ровно как и маринад. Не получится, если взять целый перец горошком. А мне нужен и не молотый перец, и не целым горошком. Мне нужен перец, который крупно дробленый. Крупно дробленый, потому что ему работать вместе с мясом часов 7-8. Представляете себе? То есть мясо будет готовиться 7-8 часов. А что так долго? Мы шашлык за 10 минут можем приготовить. Но дело в том, что здесь будет готовиться мясо, которое предназначено для долгой готовки. Понимаете, сама природа предназначена для долгого приготовления. Поэтому и маринад должен быть такой, точнее приправы, специи, которыми мы сейчас покроем этот кусок мяса. Это должно все быть такое, чтобы тоже долго работало. В общем,
крупно дробленый черный перец. Идите сюда, посмотрите, ну что я. Ну и вот, ложки 3, здесь почти 5 килограмм мяса, ложки 3 черного перца будет в самый-самый раз. Что еще? Ложки 3 соли. Ну никак не меньше. Посмотрите, какая поверхность. Конечно, это же все должно быть соленое. Тем более сверху жир, самое вкусное. Они обрезают жир в угоду вот этим нашим... тем, кто думает, что они ведут здоровый образ жизни. Которые вот удаляют полностью весь жир, потом перестают вообще есть мясо, потом начинают кушать только сырое, потом питаются солнцем. Ух! 3 столовые ложки соли. А если я не буду так солить, я никогда не сдохну вообще, понимаете? Теперь немного имбиря. Ну, вот буквально 1 чайная ложка имбиря. Да? Ай, пускай будет 2, да ради бога. Чуточку острее, чуточку прохладнее. Чеснок. Гранулированный чеснок. У меня есть свежий. Несколько килограммов он там лежит. Но мне нужен гранулированный. Потому что здесь вот тот чеснок свежий позеленеет, посинеет. Нафига мне это надо? И что от него останется через 8 часов? Мясо будет готовиться 8 часов. Я сейчас объясню, почему. Почему и как. А вот это, ребят, сванская соль. Люблю эту приправу. Она и чуть-чуть острая. Здесь, в общем, все то, что любят в Грузии. Как вот это все вот замечательное должно, по-вашему, прилипнуть к мясу? Да никак. Оно будет с мяса скатываться, отпадать. У меня для этого есть горчица. Продавщица сказала, что вот это получше. Других не знаю. В общем, горчички. Вот столько. Теперь меду. Мед липкий. Горчица липкая, но мед липкий. И кроме того, вот когда мед сочетается со стринкой и с солью, получается очень вкусно. Мед хороший, татарстанский. Все перемешать как следует. И вот теперь мне понадобится то, что обычно я на кухне не использую никогда. Я вот говорю про эти вот средства предохранения. Да, я предохраняю свои руки. Не еду, руки у меня чистые. От того, что я буду прикасаться этого мяса своими руками, ничего страшного не случится. Я предохраняю свои руки. Я предохраняю свои ногти, чтобы под них не забились специи и соль, чтобы руки не пропахли горчицей, чесноком, не знаю, чем еще не берем. В общем, хорошая аппетитная смесь. Хорошая аппетитная смесь, которой теперь самое время покрыть все мясо. Знаете что? Идемте, я покажу вам, как гриль устроен. Идемте. Наверняка, глядя вот на этот гриль, многие подумают, что сюда нужно наложить дров, поджечь их, и жар вместе с дымом, вместе с копотью будет проходить вот через ту штуку, где лежит мясо. Вы правильно догадались. Мясо, утки, куры, рыба, что угодно. Значит, все это должно лежать вот здесь. Ну, отсюда будет выходить дым. Эдакий паровоз. И здесь должно быть Агицын паровоз. Жарко, как в паровозе. Ничего подобного. Смотрите, я разбираю гриль, он разбирается очень легко. Тут верхняя решеточка небольшая, когда надо что-то приподнять. Основная решетка. Тоже ее в стороночку. Вот смотрите. Такой лист из нержавейки, кажется, который уже, собственно говоря, нагревается. Нагревается всерьез. Вот. Под ним еще один лист. Еще один лист горячего для распределения тепла. Вот такой. И идите сюда, заглядывайте сюда. Идите.
Значит, сюда вот закладываются не дрова. Нет, ни в коем случае не дрова. Сюда насыпаются вот эти самые пилеты. И видите, там вот шнек, как у мясорубки. Он продвигает эти пилеты вот по этой квадратной трубе, и они попадают вот сюда, вот в эту кружку. В этой кружке, условно говоря, свеча зажигания. То есть нагревательный элемент. Нагревательный элемент, от которого пилеты начнут тлеть. И вот эти тлеющие пилеты в достаточной степени нагреют сначала вот эту пластину. Она уже довольно-таки такая широкая, большая. А потом вот эту. И получится, что вся эта поверхность будет нагрета абсолютно одинаково, абсолютно равномерно. С мяса, с кур, с чего угодно, со всего, что мы готовим, непременно капает сок и жир. Этот сок и жир скатывается по этой нагретой поверхности, стекает вот в это ведерко. Вот в это ведерко, понимаете? Соберется ведро жира. Чего его, спрашивается, срезать? Зачем его было срезать? Собираем все обратно. И теперь включаем гриль. И он сразу становится в значении максимальной температуры. 176 градусов может поддерживать этот гриль. Но обычно его используют вовсе не для того, чтобы жарить как не в себя. Наоборот. Этот гриль способен поддерживать любую необходимую температуру, самую низкую. Хотите, можно вообще там, чтобы там было 95 градусов, 85, какую угодно температуру. Но для этого куска мяса, наверное, будет хорошо, чтобы градусов там, не знаю, ну 130 пускай стоит, 132. Понимаете? Сейчас все начнет двигаться, сейчас все загорится и пойдет дым. И поставим мясо. Пока что здесь только 30 градусов. Ну вот сейчас окружающая температура 30 градусов. Значит, термометр, который расположен внутри гриля, показывает все верно. И этот термометр будет регулировать скорость вращения шнека. Много подавать или мало подавать. Понимаете меня? Кстати, для пациентов, озабоченных перчатками. Вы обратили внимание, я сейчас этими перчатками потрогал мешок с пилетами, все решетки этого гриля, ручку этого гриля. Хорошо, что все это было чистое, но вот просто для очищения совести, не для очищения перчаток, а для очищения совести я протру сейчас перчатки, потому что сейчас этими самыми перчатками буду трогать мясо. Мог бы и не протирать. Абсолютно пофиг, потому что это мясо сейчас будет проходить длительную термическую обработку. Там не останется ни одного микроба. Там будет дым, там будет жар. Откуда там микробы? Как бедным микробам выжить при такой температуре? Красиво? Еще бы. Как красиво, как вкусно. Смазываем все, смазываем бока тоже, конечно. Хорошо, что вымазал только одну перчатку. Так, здесь уже. Знаете, грили, которые можно разогреть, там, не знаю, до 300 градусов, 400 градусов, не проблема сделать. Это вот железка, внизу уголь насыпали, там где-то какой-то регулятор воздуха, и все. А вот сделать такое устройство, это уже в голове ум иметь надо. Значит, и надо всегда говорить правду. Я подобного рода грили видел неоднократно, значит, на видео американских грильмейкеров. Я как-то проходил мимо, даже вот будучи на выставке, я проходил мимо, я полагал, что, ну что там гриль, особый вид топлива. Да, и так оно и было долгое время. И одна знаменитая фирма, вот по выпуску подобных родов грилей, кажется, американская, собиралась заходить с подобного рода грилем на наш российский рынок. А потом мне сказали: фу, мы с вами не дружим, мы вам такие грили посылать не будем. Прекрасно. Это прекрасно, потому что в России есть очень умные люди. Очень умные люди. В общем, немножко поумнее, чем эти самые американцы. Посмотрели, как устроено у них. Нашли все недостатки. Создали новую конструкцию. И разместили заказ на той самой фабрике, которая делает в Китае
грили для американцев, для американского рынка. И теперь несколько разновидностей этих грилей продается. И здесь вот где-то в углу, либо там в описании, либо в комментариях найдете ссылку, где можно купить такой гриль. И вот он уже работает. Работает прекрасно. Видите, вот дымок пошел. То есть мясо и нагревается, и одновременно коптится. Пока что температура здесь внутри гриля еще только 30 градусов. Все верно показывает. Сейчас начнет постепенно нагреваться. И потом, спустя какое-то время, я для контроля даже поставлю вот этот щуп. Знаете, здесь вот три щупа можно включить и контролировать температуру. А при достижении заданной температуры нагрев гриля резко уменьшается, и он просто поддерживает мясо в горячем виде. Вы все увидите. Не переключайтесь. Лучше посмотрите рекламу моих книжек. Тем более, что сейчас на Мегамаркете мои книги некоторые умные люди могут купить рублей по 18, по 50 рублей, а то и вовсе за 0 рублей. Хотите узнать как? Смотрите внимательно рекламу. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Сталих Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк от 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталих Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталих Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Я не засекал точно время, но прошло 3 или 4 часа. И вот что произошло. Значит, температура внутри куска мяса была назначена 66-65 градусов. И как только температура дошла до этих параметров, гриль переключился, и теперь он нагревается только до 84 градусов. То есть, чтобы мясо не остыло. Вот оно какое, полюбуйтесь. И теперь еще один момент. Значит, вот фольга, вот бумага для выпечки. Но можете взять розмарин, можете взять тимьян. У меня нет розмарина и тимьяна. У меня есть хвоя от арчи. Арча – это среднеазиатский можжевельник. Лучше всего пахнет тот, который растет в горах под ярким солнышком.
Еще у меня есть чабрец. Вот тот чабрец, которым в Азербайджане чай украшают. И вот я все это на бумагу сюда. И чабрец, и арча, и то, и другое. Ну, понимаете, как они пахнут, да? Они пахнут горами. Они легко заменяются розмарином, который везде продается, и тимьяном. Ну, конечно, запах будет другой. Однако ничего страшного, вы не расстраивайтесь. Теперь этот замечательный кусок мяса, пора его перенести на эту самую бумагу. Он еще не готов. Если бы это была, там, не знаю, вырезка, если бы там был бы толстый либо тонкий край, то есть вот такие вот, скажем, места для шашлыка, для стейка, это был бы другой разговор. А так, это мясо еще надо готовить, доготовить. Я буду его готовить до тех пор, пока оно не наберет температуру 95 градусов. Мед, горчица, специи, слабо разведенный уксус. Я взял, ну, можно любой уксус взять, яблочный, не знаю, виноградный. Я взял и развел его водой. Здесь было вот столько уксуса, я долил вот столько воды. И прям вот обильно можно полить мясо этим самым уксусом. И пусть даже будет немного лишнее там под низом соберется тоже. И будет хорошо. Вот поверьте, на вкус это повлияет очень хорошо. Сверху мясо то же самое. Чабрец, арча. Потом все это можно убрать в конце концов, да? Когда уже кушать будем. Очень жалко, конечно, что пока что ни видео, ни книги не передают запахов и вкусов. Ну, понимаете, наши книги, мои новые книги, теперь они имеют не только фотоиллюстрации, от которых когда-то мы в детстве кайфовали, когда рассматривали книгу о вкусной и здоровой пище. Помните, такая, да, была? Теперь не только фотографии в книге, но еще и видео. Буквально каждый рецепт сопровождается видео. Можно посмотреть, как что делать. Когда-нибудь, я уверен, что это наступит, книгу можно будет не только листать, но и пробовать. А сейчас есть один единственный способ, как вам попробовать то же самое. Если все остальные мои рецепты, по сути дела, они не требуют никакого особого оборудования. Казан можно поставить и на газовую плиту. Мангал доступен всем и каждому, и в конце концов легко заменяется 4 кирпичами. Вот эта штука не заменяется ничем. Моя добрый, я вам дам волшебную ссылку, по которой можно будет это все купить по самой лучшей цене, по самой выгодной цене. Не через перекупщиков, так сказать, а через первые руки. И теперь еще раз. Щуп в мясо. Ставим на температуру 95 градусов. И температура гриля все те же 130. Впрочем, можно этот гриль освободить от нагрузки, приготовить здесь что-нибудь другое. Потому что сейчас что в гриле, что в духовке мясо будет готовиться одинаково. Понимаете, да? Оно закрыто, оно уже не коптится, ничего. Только влажность, температура, настойчивое, но не слишком назойливое тепло, так, чтобы мясо прогрелось до самого основания, чтобы потом оно распадалось по кусочкам. Понятно? Итого, 7 часов ушло на приготовление куска мяса. Низкотемпературное приготовление. Понимаете, тем более вот здесь на последнем этапе, когда и фольга, и бумага, это все понижает температуру
градусов на 30, на 40, понимаете? То есть практически мясо готовилось там при температуре около 100 градусов. Так, 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 и вот так. Ну как? Красиво? Идите сюда поближе. Ну понятно, да, что нож просто берет и проваливается в это мясо. Провалился и провалился. Соку здесь какого-то невероятное количество. И, ну можно, конечно, как эти все блогеры, ютуберы делают, сейчас понадавить на это мясо. Побегут просто еще реки сока. Реки сока. А я вас спрашиваю, а зачем? Мне надо кому-то что-то доказывать. Каждый умный человек посмотрит на это мясо и скажет, я тоже такое хочу. Значит, что надо делать для того, чтобы у вас было такое мясо? Ну, пойти на рынок, не знаю, там, выбрать хорошую грудинку. Они обычно грудинку прямо с хрящиками продают для супа, да? Ну, так в основном люди покупают. Надо попросить, чтобы прямо с полутуши сняли. И как приготовить такое мясо без вот такого гриля? Можно, наверное, попытаться попрыгать вокруг угольного обычного гриля. Ну, бубен в руки взять и сплясать. Да, уголь сюда, там здесь какие-то там для сбора сока сюда, какая-то там защита от излишней температуры сюда. Не знаю. Вот впервые встречаю на кухне незаменимую вещь. Абсолютно незаменимая вещь этот гриль. И те люди, кто придумали вот эти пилеты, низкий поклон им. Молодцы. Отрежу еще один ломтик. Длинненький. Вот. В сок его обмакнули. И ешь. Не обляпайся. Так что, дорогие друзья, кулинария, вообще такое дело, это, конечно, не наука про то, чтобы просто пожрать. Это наука наслаждения жизнью. Это все эти вот устройства, это игрушки для больших мальчиков. По большому счету, конечно, можно не возиться, можно просто пойти в магазин и купить там, это, ну как ее называют, вот, колбасную нарезку. Да, и точно так же налопаться. Какая разница, вот это мясо или колбасная нарезка? Какая разница, вы сами там сварите себе восхитительный бульон или шурпу, напечете пирожков. Или купите себе гамбургер. А зачем сейчас даже покупать, ведь никуда не надо. Заказали доставку домой, вам все принесли, ешьте, не обляпайтесь. Я вот обляпался, видите, сегодня я обляпался. Все, ребята, пока. Нам пора кушать. А вам приятного аппетита!